Приветствую, на микрофоне Профит и добро пожаловать во второй дневник разработчиков. На этот раз я побуду на микрофоне за место нейроголоса в кавычках. Ему еще надо будет стрелка в ОП-УГСР озвучивать. Планировал я этот дневник выпустить еще довольно давно, в прошлом году, но либо были неоткладываемые дела, либо не было желания и настроения, либо в какой-то момент просто устал от ОП и захотелось переключиться на какие-то другие проекты. Поэтому, скорее всего, вы могли видеть мою активность в таких проектах, как Secret Trails, NSUGSR и Закон Шляпки. Ладно, тут мы немного отвлеклись, перейдем наконец к долгожданному дневнику. В нем я бы хотел рассказать о технических фичах, которые были реализованы с момента выпуска первого дневника и которые, по крайней мере для меня, значительно облегчат жизнь. И также облегчит его другим разработчикам, если кто-то захочет что-то реализовать на базе OpenGSR. Для обычных пользователей я постараюсь пояснить все заумные слова на простом языке, чтобы было вам понятнее. Также мы поговорим о лаунчере и вскользь расскажу о некоторых новых геймплейных фичах. Поехали! Поговорим сначала о различных новых геймплейных фичах. Для оружия была реализована многоприцельность без подмены секции и визуала оружия. Ранее оружие с другим прицелом технически считалось как отдельный предмет, и из-за этого, например, нельзя было это оружие сдать по каким-либо квестам, пока не снимешь прицел. Помимо этого была реализована примитивная система автоприцеливания. На модели прицела находится кость, с помощью которой рассчитывается позиция, куда нужно целиться. В таком случае вид в прицеле на всех пушках будет одинаковый, а также это избавляет от геморроя в виде настроек одних и тех же прицелов под каждое оружие. Суммарно все это также облегчило добавление и новых прицелов в игру. На данный момент насчитывается около 16 прицелов под планку Пикатини и около 7 видов под Ласточкин хвост. Также для прицела была добавлена поддержка смены марки и ее цвета, а также подсветка сетки в оптике. Поговорим о циклических заданиях. Из ОП-2.2 были реализованы так называемые цепочки. В них, как и в ОП-2.2, будут находиться предметы из так называемых ранее хомячих квестов. Ранее я был против идеи добавления цепочек, но на мое мнение повлияли некоторые моменты. Во-первых, предметы теперь можно нести не всей пачкой разом, а постепенно. Во-вторых, так как тащим предметы постепенно, то и награда тоже соответствующая, и будет с каждым разом лучше предыдущей. В конце каждой цепочки будут выдаваться телепорты на соответствующую локацию, чипы, а также различные редкие предметы в виде артефактов или оружия, которые могут быть полезны в начале игры. Таким образом появляется мотивация выполнять цепочки ЦЗ в самом начале игры, а не в конце. Также, так как я максимально осуждаю использование гидов, а все цепочки люди заранее просматривали во всяких Excel-таблицах, при разговоре с торговцем о цепочке будет автоматически высылаться список всех нужных предметов вам в ПДА. Для заданий на уничтожение лагеря теперь ставятся метки на врагов, которые находятся очень далеко от своего места обитания. А лайв штука непредсказуемая, а человеку это больше достает проблем, чем пользы, искать очередного тушканчика на краю локации, который привязан к этому месту обитания. По просьбам многих был добавлен иконочный вид безлагового рюкзака. В отличие от OP2.2 меняется здесь только UI-оболочка. Метод хранения данных о предметах остается таким же. Поэтому вы можете спокойно переключаться между текстовым и иконочным видом в любой момент времени, не боясь риска того, что вы повредите какие-то данные.
Для главного героя была добавлена поддержка анимации из мода X-Ray Multiplayer Extension. Частично работает и для других NPS, но пока что требует некоторой доработки. Прежде чем рассказать о том, что я изначально хотел, нужно ввести в контекст, как в оригинале устроена файловая структура уровней. Имеется level graph, это файл, в котором хранится сетка уровня, и имеется level spawn, данные об объектах, которые появляются на уровне. Более коротко, заселение. Данные файлы используются в SDK для будущей сборки их в целые файлы allSpawn и GameGraph. У данной реализации есть проблема, особенно это актуально для ОП. Вам нужно брать все уровни с заселением и для всех все это компилировать, чтобы это собрать в один файл. Тяжело представить, сколько это заняло времени у разработчиков того же OP2.2, чтобы собрать один спавн граф для 64 локаций. В OP.GSR теперь это все работает по-другому. Спаун в игре теперь читается не из бинарного файла, а в текстовом формате. По виду это схоже с тем, если вы декомпилите спаун с помощью перловских скриптов. Но использовать их крайне не рекомендуется, в движке имеется собственный декомпилятор. Они просто брались по виду как референс. Данные об сетки теперь берутся непосредственно из SDK-шного level графа. Геймграфа как такового теперь больше нет. Кросседжи, которые используются для перехода сталкеров и монстров между локациями, добавляются с помощью пары строчек в конфиге. Как итог, вы можете добавить файлы уровня, добавить в папку спавна заселение под него, и все это будет работать сразу же без начала новой игры. В PowerGSR теперь используется новая файловая система под названием SquashFS. Преимуществ у нее предостаточно. Файлы быстрее запаковываются в данные архивы, а также игра быстрее их распаковывает. Лучше сжатие, в основном примерно на 30-50%, зависит от типа файлов, которые там хранятся, и ряда других мелких факторов. Также нет лимита по размеру. У старой версии был лимит по размеру в 2 гигабайта. Архивы можно открыть и распаковать с помощью нативного архиватора в Windows 11 или с помощью 7-zip. Помимо этого было улучшено сжатие у файлов сохранений и их скриншотов. Экономия места не помешает в случае, когда папка с сохранениями могла десятки гигабайт весить, как в той же OP2.2, например. Относительно недавно было принято решение о написании собственного лаунчера для мода. В первую очередь это требуется для сохранения моей психики, поврежденной различными людьми, которые устанавливают обновления без основной игры, или наоборот устанавливают основную игру без обновлений, ставят поверх игры спавнер, поверх спавнера еще один спавнер, и вдобавок все это устанавливают поверх Теней Чернобыля, Чистого Неба, Зова Припяти, OP2.2, GTA 5, Warface и так далее. Лаунчер позволит вам скачивать и устанавливать сам мод и обновления к нему, запускать игру, минуя все возможные заставки, а также ее настраивать. В планах также имеется реализация менеджера аддонов и модуля новостей, внутри которого будут выкладываться различные новости по моду и чейнджлоги обновлений. AMGUI библиотека была обновлена до последней версии. Вместе с этим был переделан его рендер и было добавлено множество внутриигровых редакторов. Игровые объекты, пути, погода, позиции худого оружия и другое. Также на его базе была реализована новая консоль с более расширенным функционалом.
Пока что на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Прощаюсь с вами до следующего дневника разработчиков. Всем удачи и до новых встреч!